Охота на семью помощника Путина. В России заявляют об угрозах для главы переговорной группы РФ Мединского. Как ответила Украина на эти обвинения и каков план Кремля? Латвия готовится к прикрытию неба. В стране прошли масштабные учения противовоздушной обороны. Рига расставила ПВО вокруг тех объектов, которые в Украине чаще всего становились целью ударов. Россия начала летнее наступление. Куда двигаются войска? Киев и Москва созвали срочные заседания Совбеза ООН. Бросок Трампа может привести к победе Путина. Решится ли американский президент на выход из переговоров или же наоборот введет 500% пошлины на товары из стран, которые закупают российскую нефть? Обзор заявлений. Тайна меморандума. Украина обвинила Россию в пустых переговорах и ультиматумах. Как Москва и Киев скандалят за несколько дней до назначенной встречи в Стамбуле. Визит в Центральную Азию. Какие договоры подписывает Италия с Токаевым и Мирзиёевым? Почему Россия обвинила Сербию в поставках оружия ВСУ? А также что происходит в швейцарских Альпах, где ледник накрыл целую деревню? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Пригород Риги содрогнулся от действий НАТО. В Саласпилсе, буквально в шаге от рижской гидроэлектростанции, прогремели международные учения. Латвия и Испания вывели на передовую все, что может сбивать, от вертолетов до крылатых ракет. В частности, передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс «Насамс». Впервые передовые ПВО средней дальности развернуты не на отдаленной базе, а у самого порога города. И это не случайно. В Риге говорят, сигнал четкий. Небо над критической инфраструктурой Латвии может быть закрыто быстро и эффективно. В НАТО решили продемонстрировать, как работает совместная оборона. Испанские НАСАМС, латвийские РБС-70, разведка, радары, командные пункты – все интегрировано в единую сеть. Одно из главных преимуществ заключается в том, что система может работать в составе NATINATS, которая является интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Эта совместимость позволяет нам эффективно действовать совместно с другими силами НАТО, что способствует усилиям по сдерживанию на восточном фланге НАТО. Планирование защиты Рижской ГЭС началось задолго до активной фазы учений, сообщает латвийская пресса. Изначально весь план был на бумаге, цель учений – обнаружить, захватить и уничтожить. В данном случае роль противника сыграли вертолеты Латвии. Таким был режим боевой симуляции. Впереди у латвийских военных национальные учения. Осенью Рига продолжит строить купол над страной. Испанские военные на них тоже приедут, чтобы продолжить развивать потенциал ПВО Латвии. Пушечное братство. КНДР заливает Россию миллионами снарядов и ракет для войны. В 2024 году Пхеньян передал России до 9 миллионов артснарядов и не менее 100 баллистических ракет. Соответствующая информация содержится в опубликованном 29 мая первом докладе многосторонней группы мониторинга санкций, в которую входят 11 стран-членов ООН. Согласно отчету, с сентября 2023 года из КНДР в Россию было направлено более 20 тысяч контейнеров с боеприпасами. 49 партий доставлены судами под российским флагом. Затем по железной дороге на склады юго-запада РФ. В то же время Москва обвиняет Белград в военной поддержке ВСУ. Служба внешней разведки РФ считает, что сербские оборонные предприятия, вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов. Речь о снарядах для РСЗО и гаубиц, а также о миллионах патронов. В РФ говорят о выстреле в спину. Такое заявление с российской стороны появилось всего через 20 дней после того, как президент Сербии Вучич побывал на военном параде в Москве. Едва ли подобные поставки можно обосновать гуманитарными соображениями. У них одно очевидное назначение – убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России. В организованном в дружественной России и Сербии конвейере смерти участвуют крупнейшие компании национального военно-промышленного комплекса. Вучич уже отреагировал на это сообщение СВР и говорит, что часть информации не соответствует действительности. Также заявил, что готов устроить в стране проверки и блокировать сделки, если российская информация о поставках оружия ВСУ вдруг подтвердится.
Летнее наступление России началось. ВС РФ продвигаются на украинских полях сражения с наибольшей скоростью в этом году. Все это происходит на фоне мирных переговоров. Об изменившейся интенсивности боев на линии фронта пишет Нью-Йорк Таймс. Открыт новый фронт на севере Украины. Украинские военные сообщают об активных боях на Сумском направлении. В этом месяце они более чем удвоили взятую в апреле территорию, захватывая в среднем 5,5 квадратных миль в день. Такие данные приводит Deep State, украинская мониторинговая группа, связанная с военными. Данные показывают, что Россия в этом месяце продвигается с наибольшей скоростью с ноября. Сумская и Харьковская области – это, возможно, новая цель России. На фоне заявлений Путина о создании буферной зоны представители Кремля открыто говорят о своих намерениях или же делают предупреждения. Издание Financial Times пишет, что встреча делегаций Киева и Москвы в Турции показала, что мир является далекой перспективой. А Мединский, как утверждают источники издания, намекал, что у России есть еще виды на 2 украинские области. Там главный переговорщик России предупредил, что они могут снова вторгнуться и захватить северные Сумскую и Харьковскую области Украины, сообщил украинский чиновник. Спустя несколько дней, во время визита в Курскую область России, откуда были вытеснены украинские силы, президент Владимир Путин одобрительно пошутил, когда местный чиновник сказал, что соседняя Сумская область должна быть нашей. Мединский, кстати, вновь отправляется в Стамбул, где 2 июня России назначена встреча в Украине. Состав российской делегации остался неизменным, сообщает Мария Захарова. При этом напомню, что американцы намекали россиянам, что не хотели бы видеть в составе российской делегации сторонников жесткой линии. Называлась фамилия того же Мединского. Напомню, что встреча на понедельник назначена для обсуждения меморандумов о прекращении огня. В Украине накануне заявили, что запросили у России текст документа до этой встречи в Стамбуле, но не получили позитивного ответа, даже несмотря на то, что свои документы Киев Москве направил. Они боятся делиться меморандумом, потому что они заполнили документ, или что там есть, только ультиматумами, какими-то требованиями или, вероятно, чем-то вроде ультиматумов. И они понимают, что этот документ нужен не для продвижения мирного процесса, а для его затягивания. Это единственное объяснение, почему они не делятся документом заранее. Мы поделились своим документом. У нас нет с этим проблем. Мы не препятствуем миру. Мы не препятствуем продвижению мирного процесса. Эта российская сторона постоянно выдвигает требования, условия, место. Мы поделимся этим. Мы не поделимся тем. Мы поделимся только там, только в этом месте, только в эту дату. В Кремле дают понять, что не видят целесообразности в том, чтобы показывать что-то до, хотят это сделать исключительно на встрече. Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно, это все неконструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры и делать обратное. Такое поведение Москвы Зеленский считает очередным российским обманом. Это была цитата. Он говорит, что Россия хочет сделать встречи пустыми, а все действия РФ указывают на то, что по России надо нанести санкционный удар. Слова с Москвою не працюють. Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и якобы готовили больше недели, до сих пор никто не видел. Украине его не передали, нашим партнерам не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции, как стране, принимавшей первую встречу, тоже не передали новую повестку. Хотя обещали совершенно противоположное, и в первую очередь они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу. Давление на Трампа, который пока не желает вводить санкции против России, тем временем нарастает. Об этом также пишет западная пресса. Трамп все так же надеется на экономическое партнерство с Россией, а введение санкций рассматривает как эскалацию в отношениях с Москвой. Но от их введения окончательно не отказался. Одним из вариантов, который поддерживают некоторые советники Трампа, является поддержка, или, по крайней мере, отсутствие препятствий для законопроекта, внесенного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем в прошлом месяце, который предусматривает введение 500% пошлин на товары, которые импортируются из стран, закупающих российскую нефть.
Если Трамп сейчас бросит Украину, то Путин победит. С таким заголовком вышла статья New York Times. В ней говорится, что контуры вероятной сделки между Киевом и Москвой достаточно ясны. РФ хочет сохранить контроль над территориями на востоке и юге Украины, включая Крым. Также она собирается получить обещание Запада снять экономические санкции и не принимать Украину в НАТО. В то же время для Украины Запад может взять на себя обязательства по военной и экономической поддержке в случае повторного вторжения России. Отказ США только подтолкнет Путина к новому военному наступлению, который поставил свою авторитарную власть на подчинение Украины и захват ее территории. Украина также не сдастся. Она разработала способы сдерживания российских сил, в том числе благодаря отечественной оборонной промышленности, которая в этом году может произвести несколько миллионов дронов. Срочное заседание ООН прошло этой ночью по запросу Украины. Киев требовал осуждения российских атак. Украина вновь заявит о своей полной приверженности продвижению мирных усилий совместно с США и европейскими партнерами. Мы также подчеркнем, что пока Россия затягивает мирный процесс и осуществляет жестокие атаки на нашу страну и народ, давление на агрессора должно продолжать нарастать. РФ, как известно, запросила зеркальное заседание. Оно состоится в течение дня 30 мая. Москва считает, что ЕС пытается помешать мирному урегулированию войны. Такое заявление последовало после слов Мерца о том, что для Украины сняты все запреты на удары дальнобойным оружием по России. Накануне немецкий канцлер допустил, что передача ракет «Таурус» Киеву возможна, но их появление вряд ли даст быстрый результат в условиях войны. Украинские военные аналитики тем временем обсуждают, какие объекты могли бы стать первоочередными целями для «Таурус». Это военные объекты, это склады, которые находятся в радиусе поражения, и я предполагаю, конечно, это командные штабы, где заседают российские, возможно, не самые высокопоставленные генералы, но полковники на оккупированных территориях Донецкой области, Луганской области, приграничных регионах, таких как Курская область. Я думаю, это станет первыми объектами для ударов, конечно, когда мы получим эти ракеты. В предыдущих выпусках я говорил, что в Москве после заявления Мерца заговорили о возможном ответном ударе по Берлину. А как вы считаете, друзья, введет ли Трамп 500% пошлины на товары, которые импортируются из стран, закупающих российскую нефть? Или же сделает Москву экономическим партнером? Бросит ли Киев? Поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Перекрестные обвинения. В России заявляют, что украинцы могут быть причастны к угрозам, которые поступают членам семьи Мединского, который является помощником Путина и главой российской делегации в переговорах между Москвой и Киевом. На сообщения, которые массово начали появляться накануне в сети, уже отреагировал Кремль. Там ситуацию назвали вопиющей и ждут результатов расследования. И также вспоминают так называемый украинский след. Безусловно, это совершенно вопиющая ситуация, причем угроза поступает непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Невиданная совершенно история. Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом, чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая. Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен. Отреагировали на эти обвинения и в Киеве. Там акцентируют внимание на том, что Россия не предоставила никаких доказательств угроз членам семьи Мединского, но уже поспешила обвинить во всем Украину. В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что таким образом Россия пытается сорвать переговоры. Эта информационная кампания, запущенная россиянами накануне возможного второго раунда переговоров, является частью усилий врага по затягиванию времени и срыву переговоров о прекращении огня, оправдываясь пропагандистскими бессмыслицами о якобы недоговороспособности украинской стороны и террористической сущности киевского режима. Премьер Италии Джорджа Мелони отправилась в Центральную Азию. 30 мая у нее начинается официальный визит в Казахстан. Накануне она уже прибыла в Астану. Встречал ее Токаев. В Риме уверяют, что причина поездки в Казахстан – подписание соглашений по энергетике и промышленности между двумя странами. Но перед прилетом в Астану Мелони побывала в Ташкенте, где встретилась с Мирзиёевым, а после был подписан ряд соглашений. В частности, документы о поощрении и взаимной защите инвестиций, сотрудничестве
сотрудничестве в сфере критически важного сырья, миграции и мобильности населения, устойчивом развитии, охране окружающей среды и сохранению культурного наследия. Мелони и Мирзиёев выступили за активизацию политического диалога и продолжение взаимодействия с институтами Европейского Союза. Издание Кун-Уз сообщает, что подчеркнута важность подготовки саммита «Центральная Азия-Италия» с упором на практическое сотрудничество. Трагедия в швейцарских Альпах. Деревня Блаттен буквально исчезла с лица земли после того, как огромный кусок ледника обрушился с горы, накрыв потоками льда, грязи и камней почти всю территорию населенного пункта. 300 жителей Блаттена были эвакуированы еще в начале мая, когда ученые заметили, что гора за ледником Бирх начала разрушаться. Но катастрофа все же случилась накануне. Гигантская лавина накрыла до 90% деревни. Эксперты бьют тревогу. Обломки перекрыли реку Лонца, и теперь на месте завала быстро образуется огромное озеро. Массы грязи и льда почти в 2 километра шириной создают естественную дамбу, которая ежедневно накапливает огромное количество воды. Часть уцелевших зданий уже оказались затоплены, а жителей соседних деревень начали эвакуировать на всякий случай. На протяжении примерно 2 последних недель начала развиваться значительная нестабильность скал выше ледника. С горы начали осыпаться камни и скапливаться на поверхности ледника. Затем, за последние несколько дней, мы наблюдали, как ледник под этим весом начал ускоряться, то есть двигаться быстрее вниз по направлению к долине. В конечном итоге, вчера, хотя мы не знаем точной последовательности событий, в последние часы или минуты до катастрофы лед и огромная масса скальных обломков, скопившихся сверху, рухнули вниз в долину. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.